Леонардо 2.0. Как гений Ренессанса взломал бы 2026 год. Пробуждение Титана. 1519 год. Смертный одр величайшего ума в истории. Леонардо да Винчи испускает последний вздох, сожалея лишь о том, что оскорбил Бога и людей, не сделав в искусстве всего, что мог. А теперь, представьте, глубокий вдох. Леонардо открывает глаза в 2026 году. Вокруг него не свечи, а светодиоды. В небе не птицы, а пассажирские дроны. В его руках не гусиное перо, а новейший iPad Pro с нейросетевым стилусом. Стал бы он безумцем в смирительной рубашке или возглавил бы технологическую революцию, оставив Илона Маска далеко позади? Сегодня мы разберем пошаговый план покорения нашего мира универсальным человеком. Часть первая. Культурный шок и первый апгрейд. Первые 48 часов были бы хаосом. Но помните, да Винчи был одержим оптикой и механикой. То, что для нас и магия смартфона, для него прикладная физика. Да Винчи потратил десятилетия на изучение анатомии, скрытно препарируя трупы. В 2026 году он обнаруживает МРТ и 3D моделирование белков. Его реакция – недоумение от того, как медленно мы используем эти данные. Когда Леонардо видит МРТ, он не просто удивляется, он приходит в ярость. «Вы видите кости и органы, но не видите движения души», – мог бы воскликнуть он. Он быстро поймет, что латынь мертва, а английский – это новый код. Учитывая его феноменальную память, он освоит базу за месяц. Но самое главное, он увидит код программирования. Для него Python или C++ станут новой формой живописи. Часть вторая. Леонардо в эпоху ИИ. Многие думают, что Леонардо расстроился бы, увидев, что ИИ рисует за секунды то, на что он тратил годы. Огромная ошибка. Да Винчи ненавидел рутину. Он бросал заказы, как только решал концептуальную задачу. В 2026 году он стал бы величайшим промпт-инженером в истории. Пока обыватели просят нейросеть нарисовать кота в космосе, Леонардо заложил бы в ИИ формулы золотого сечения, динамику турбулентности жидкостей и глубокие знания человеческой мимики. Он бы не боролся с ИИ. Он бы создал свой ЛЭО – Leonardo Engineering Operator. Его нейросеть не просто генерировала бы картинки, она бы проектировала города, где архитектура дышит, как живой организм. Часть третья. Главный инженер планеты. Перейдем к технике. Леонардо мечтал о полете. В 2026 его бы не впечатлили обычные самолеты. Они слишком топорные. Пока весь мир строит огромные заводы, да Винчи строит живые лаборатории. Его реактор термоядерного синтеза в форме золотого сечения не спрятан в бетонном бункере. Это эстетический центр города, окруженный парками, где энергия передается по воздуху как свет. Он превратил бы техносферу в техноренессанс, где каждый механизм – это произведение искусства. Он бы возглавил отдел бионики. Его дроны выглядели бы и летали как настоящие стрекозы, используя гибкие крылья из графена. Человек, изучавший движение воды, пришел бы в восторг от термоядерного синтеза. К середине года он бы представил проект компактного реактора, вдохновленного геометрией цветка. Часть четвертая. Новая Мона Лиза и ТикТок. Ренессанс. Стал бы он вести соцсети? О, да. Но забудьте о глупых челленджах. Аккаунт Леонардо в 2026 году – это смесь стримов по анатомии в VR и философских эссе о связи математики и души. Его главной картиной стала бы не живопись маслом. Это была бы цифровая сущность. Представьте Мону Лизу, которая является обучаемым ИИ. Она смотрит на вас через камеру, узнает вашу печаль и меняет наклон губ, чтобы утешить именно вас. Финал. Вердикт. В 2026 году он стал бы главным защитником человеческого в мире цифры. Его вердикт был бы суров. Мы научились летать выше птиц и считать быстрее Бога, но забыли, как смотреть на каплю росы так, чтобы увидеть в ней целую вселенную. Его присутствие сегодня – это не о гаджетах. Это о том, чтобы снова сделать человечество центром мироздания, а не придатком к алгоритму. Жизнь Леонардо в 2026 году не была бы простой. Он бы ужаснулся экологии и тому, как мы используем его военные изобретения, от которых он сам пытался отказаться. Но вот в чем фокус. Да Винчи всегда был человеком будущего, который по ошибке застрял в прошлом.
В 2026 он наконец-то почувствовал бы себя дома. Он бы напомнил нам, что технология без искусства – это скелет без плоти, а искусство без науки – это галлюцинация. Он бы не стал богатейшим человеком, деньги его мало заботили, но он стал бы самым влиятельным. Потому что в мире, где ИИ знает все, только Леонардо знает, зачем все это нужно. Но вот главный вопрос. Остался бы он с нами? Увидев, как его идеи танков и боевых машин превратились в автономных роботов-убийц, Леонардо мог бы испытать глубочайший кризис. А как вы думаете, какое первое приложение скачал бы Леонардо на свой телефон? Пишите в комментариях. Лучшие идеи разберем в следующем выпуске. И не забудьте подписаться. Здесь мы препарируем будущее так, как это делал старик да Винчи.